Визит, который может изменить ход войны. Какие встречи запланированы у Зеленского в США? Агрессор нанес новый болезненный удар по ВСУ. Есть жертвы. Грэм Келлог, Мелания, американское издание, узнала, кто на самом деле заставил Трампа кардинально сменить отношение к Украине. Привет из 90-х. Топливный кризис в России вернул забытые схемы. Депутат Литовского Сейма проговорился о том, о чем молчат в белорусской оппозиции. Сенсационное заявление Эрдогана. Турция сможет составить конкуренцию России. Сквер имени Трампа, где увековечили имя президента США. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Визит, который может стать историческим. Владимир Зеленский в Вашингтоне должен встретиться с Дональдом Трампом, но до этого у президента Украины запланирован ряд важных встреч. Это переговоры с представителями американских военно-промышленных корпораций, от которых зависит так называемый мегадил – пакет контрактов на поставку систем ПВО, высокоточной артиллерии и ракет «Атакамс». Вторая часть визита посвящена восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский обсудит участие американских корпораций в модернизации энергосетей и укреплении защиты критических объектов перед зимним сезоном. В состав украинской делегации входят представители Офиса президента, Минобороны и МИД. Украинский лидер выступит в Конгрессе США. Кульминацией визита станет личная встреча Зеленского и Трампа, которая может дать Киеву мощные, крылатые, дальнобойные аргументы, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Накануне новой встречи Зеленского и Трампа в Белом доме «Политика» раскрывает, когда произошел перелом в отношении президента США к России и Украине. Это Аляска, красная дорожка, аплодисменты от хозяина, долгая беседа тет-а-тет в лимузине, но в Анкоридже Владимир Путин переиграл сам себя, пытаясь польстить Дональду Трампу и отделаться от него символическими уступками, спровоцировал обратный эффект – разжигание и политический разворот в Белом доме. По данным «Политика», именно встреча Трампа и Путина на Аляске стала поворотным моментом. После нее российские войска усилили бомбардировки Украины, игнорируя все крайние сроки прекращения огня, которые Трамп лично выдвигал Путину. Как рассказал источник из внешнеполитического блока администрации, Трампу нужно было время, чтобы понять, кто такой Путин на самом деле. Американский президент пришел в бешенство от того, как российская пропаганда преподнесла саммит. СМИ писали, что глава Кремля оставил Трампа с пустыми руками. Подлил масло в огонь и показательный прием, который Си Цзиньпин устроил в Пекине для Путина и Ким Чен Ына. Все это, по мнению источников издания, стало для Трампа личным вызовом. Свою роль сыграли и дипломатические усилия Киева и Европы. Но согласитесь, Путин постарался больше всех. Накануне встречи с Зеленским Дональд Трамп дал еще один шанс Путину. Президент США написал в своей соцсети, что общается с хозяином Кремля по телефону и что разговор будет долгим. Как думаете, случится чудо? Инициатор агрессии, ощущая близость передачи томагавков Киеву, согласится на переговоры и перемирие? Пишите в комментариях. Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, расположенного в глубоком тылу страны. По данным украинских военных, по объекту выпустили 2 баллистические ракеты во время массированной атаки. Несмотря на своевременное оповещение и эвакуацию личного состава в укрытие, полностью избежать потерь не удалось. Учебное подразделение находилось в неназванном, относительно спокойном регионе, далеко от линии фронта. Количество погибших и раненых уточняется. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем.
Об очередях за бензином в России говорит уже Дональд Трамп, но топливный кризис проявился новым симптомом. На заправках начали продавать разбавленный бензин. Такое заявление НСН сделал глава Союза автосервисов России Юрий Валько. По его словам, качество топлива падает, а владельцы автомобилей «Джили» уже жалуются на поломки двигателей. Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Валько напомнил, что подобное уже происходило в России в 90-е и нулевые. Цитирую: «Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис». Причина дефицита известна. Это удары украинской армии по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые интенсифицировались в августе. Пострадал каждый третий НБЗ страны или более 20 предприятий. По оценке Международного энергетического агентства, переработка нефти в Российской Федерации сократилась на 10% до 5 миллионов баррелей в сутки, и восстановить объемы удастся не раньше середины следующего года. Очереди, карточки, и вот бензин уже разводят. Интересно, что дальше? Пишите в комментариях. Лукашенко может отпустить еще одну партию политических заключенных. Об этом в эфире ЛРТ заявил депутат Сейма Литвы Ремигиус Мотузас. Вы тоже знаете, в настоящее время ведется еще одна операция по освобождению, и мы не можем предсказать, сколько еще людей приедет из Беларуси в Литву. Можете поподробнее рассказать об этой операции? Пока это конфиденциально, но мы готовы обеспечить заботу об этих людях. Депутат добавил, что Литва готова принять освобожденных белорусов и обеспечить им поддержку. Заявление прозвучало на фоне неожиданного высказывания Александра Лукашенко о якобы готовности заключить большую сделку с США. Ранее Дональд Трамп говорил о том, что ведет переговоры с белорусским диктатором об освобождении 1500 заложников. Но режим в сентябре выпустил только чуть больше полусотни. Еще один шаг к возможному свержению диктатора. Трамп дал ЦРУ зеленый свет на секретные операции в Венесуэле. Об этом написала The New York Times. Решение Дональда Трампа стало частью масштабной кампании давления на Каракас. После публикации один из журналистов задал уточняющий вопрос напрямую хозяину Белого дома: есть ли у ЦРУ полномочия убрать Мадуро? Я не хочу отвечать на такой вопрос. Но я думаю, что Венесуэла почувствует удар. Многие страны почувствуют удары тоже. Военная активность США в регионе растет с августа. К берегам Венесуэлы были направлены корабли, подлодки и более 4500 военнослужащих для борьбы с наркокартелями. А шеф Пентагона Пит Хексет открыто заявил, что США готовы рассмотреть вариант свержения режима Мадуро с использованием всех ресурсов американской армии. Трамп уже разорвал дипломатические контакты с Каракасом и остановил все переговоры с представителями режима. Теперь руки развязаны и у ЦРУ. Похоже, силовой сценарий все ближе. Реджеп Эрдоган сделал сенсационное заявление. По его словам, в Турции обнаружено огромное месторождение редкоземельных металлов. Президент сообщил, что его запасы оцениваются почти в 700 миллионов тонн. Более крупное месторождение имеется только в Китае. Эрдоган подчеркнул, что это открытие может вывести Турцию в пятерку мировых производителей редкоземельных металлов, стратегического ресурса, от которого зависит производство электроники, аккумуляторов и военных технологий. Президент также напомнил, что на газовом месторождении Сакарья уже добывается топливо для 4 миллионов домохозяйств, а к 2028 году этот показатель планируют увеличить до 16 миллионов. Вот только в Кремле этой новости вряд ли обрадуются. Маразм путинской диктатуры вышел на новый уровень. В Санкт-Петербурге арестовали 18-летнюю вокалистку группы Stop Time Диану Логинову за исполнение песен артистов, признанных в РФ иностранными агентами. Это первый подобный случай в России, сообщили в ОВД-Инфо. Дзержинский районный суд отправил Логинову под арест на 13 суток. Поводом стало выступление у метро «Площадь Восстания», где группа сыграла песню Noise MC «Светлая полоса».
По версии полиции, концерт создал затруднение движения пассажиров и частично перекрыл вход в метро. Логинову задержали 15 октября вместе с гитаристом и барабанщиком. Группа Stop Time известна своими уличными выступлениями на Невском проспекте, где исполняла песни «Монеточки», «Земфиры» и Noise MC. Всех артистов, которых власти России объявили иноагентами. Поводом для особого внимания силовиков стало выступление 12 октября. Видео, где десятки зрителей подпевают строчки из песни «Кооператив Лебединое озеро», вызвало бурю возмущения в пропагандистских телеграм-каналах. Похоже, все это закончится только тогда, когда уже на федеральных каналах покажут то самое «Лебединое озеро». Нобелевский комитет в Осло не дал президенту США премию мира, но есть город, где американского лидера уважают настолько, что решили назвать в его честь сквер. Такое решение принял Горсовет украинского Чернигова. Сквер в микрорайоне Шерстянка теперь официально носит имя Дональда Трампа. В пояснительной записке инициаторы называют Трампа символом силы, уверенности и прагматичного подхода к дипломатии, напоминая о его мирных инициативах и выражая надежду, что он еще станет лауреатом Нобелевской премии мира. Переименование, по словам депутатов, носит символический характер и должно привлечь внимание международного сообщества к восстановлению разрушенного войной Чернигова. Кстати, ранее сквер Трампа назывался «Сказка». Отдельное спасибо, что смотрите, досматривайте до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.